Ого! Как я умею мыть, елки-ты-палки. Что ты что, еще умеешь, снимаешь? Сережка? Оператор, ты посмотри, как я умею мыть. Елки-ты-палки, ты посмотри. Прямо картина из капелек. Ёшкин ты кот. Друзья, всем привет. С вами Детский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Шо? Они шо? Думали, ремонт, получилась стройка. Короче, ехаем мы сюда. Ребята там уважаемые. Говорят, Липованчик, слышишь? Ты уже весь мир карасем накормил, а мы за него только наслышаны. Я говорю, ребята, как это? Не вопрос. Оператор, отгадай, что там? От Никогда не, задача века. никогда не отгадаешь. Карасики мои любимые. Эх ты, карась, рыба моей мечты. Короче, взял пару-тройку. Сколько нас там? Раз, два, три, немножко детей. Ну как немножко? Ну такое себе. Все наши. И там ребята сейчас быстренько сделаем, красиво. Мы все время гоняем туда-сюда, а сегодня сделали такой себе приятный Релакс. денек. Релакс, да? Я бы не сказал, что это релакс. Почему? Что-то я в этих звуках долбежа пока музыку не могу собрать. Славик, паркет пылесосит, там, ребята, зайдете, кайфанете. Один день человек работает, точнее второй, а сегодня, наверное, уже третий. Но там уже хочется жить в этом паркете, прямо шикардос. Познакомлю вас с замечательным человеком. Имя такое я первый раз в своей жизни слышу. То ли Равин, то ли... Рувим. Как? Что? Рувим. Как? Что? Бабушки книги. Забирай, моя хорошая, у вас настолько книг. Серега, спасибо огромное. Ты посмотри на эту библиотеку. Человек зашел. Правда. Так и правда, будь здоров, с маленькой кравчучкой. А там, короче, мама дорогая, ребята, читайте, чтобы до вечера все прочитали, понятно? И Милане не забудьте читать. Так что я говорил, Ру как? Рувим. О, я же говорю, имя интересное. Марат? Что-то из ваших, наверное, по-любому. Нет. Хава, Нагила. А что нет? Не, имя-то еврейское, да. Ну, так, Правильно, так и да, правильно, получается. Тихо. Ладно, короче, евреев накормим сегодня, и сантехников, и паркетчиков. Все будет шикардос. Вообще-то Рувим Есть- это электрик, если чтоб ты знал, между прочим. А я что не сказал? Он просто стройкой не занимается, он не различает, кто Оно мне не надо. электрику делает, Я кто огурцы сантехнику. поливаю, там, не знаю, там виноград. Ты видела, какая у нас ягода? Катюня. Там ягод еще нету, там только гронка. Как? Так. Что, пойдешь? Вот оно мне надо, я вообще уже бы с удовольствием бы жарил карася и ты делал жарь. людям приятно. Я тебе должен что-то доказывать. Вот пионы я вижу, какие у меня, что-то как-то очень плохо растут. Иди сюда, только я не помню где. Как где? Вон Такой виноград. огород. Не, ну это такое маленькое еле-еле. Посмотри, да посмотри сюда. Ты поняла? Слушай, а я раньше Небольшие, думала, что но они очень гроночками полезные. должны Ты быть. делаешь тень, оператор. Будешь уволена и наказана. Ну, Без наказано. карася тебя оставлю. Это такое. А, ты что, специально, чтобы я тебя наказал? Да, да, Да серьезно. ладно ты. Не, я где-то видел там, где было много. О, вот это да. Не стань на что-нибудь. Тут уже получше. Катюня, Ты вообще-то виноград хотел показать. это вот... Какой виноград? Ягоду ты сказал. Ты видел, какая у нас ягода? А это что? Смородина. А смородина что? Овощи? Катенька, понюхай розы и одумайся. И так уже весь мир с тебя немножко улыбается. Да, думают, наверное, что я дурочка, да? Знаешь, что тут они улетели. Видишь, солнышко пригрело. Тут столько было майских жуков, Сережа. Вечером покажу тебе. Ну так это роза майская, если что. Хорошо. Пошли гронку покажем. Поняла? Поняла. Какую? Там мы уже показывали. Да. Ты думаешь, больше выросла? Кать, Ну, красивая я сегодня слышишь, ходила. тебя или солнцем А напекло? может, кто-то сегодня первый раз будет смотреть наше видео? тогда иди сюда. Чего ты там ходишь даром? Там везде виноград. Смотри, он начинает цвести. Я видела. Пушинки такие тут. Гронка прямо по колено. Может быть, даже чуть-чуть больше. Как твой карась. Ну, сегодня как раз аккуратненький, с ладошку чуть больше. Такой грамм 400, может, полкило. Но будет вкусно. Да, короче, я что хотел сказать. Аккуратненько, пока ребята работают, там шумят, долбят, что-то там проводят. Я их удивлю. Хотя, чему тут удивляться? Карась, он и в Африке карась. Но карась таки рыба. Ох, как хорошо, когда тишина, да? Ага. Но ненадолго. А тебе верится, что когда-то это закончится? Ой, не знаю, Сережа, нет, не верится пока что. А мы первые пару дней, когда сюда приедем, я тебе буду специально там возьму себе шуруповерт где-то куплю. И что, будешь И буду жужжать? долбить. Да долбить-то такое.
Главное, чтобы там уже было, как это, люстры вешать, там обои клеить, такое. Статуэточки расставлять, понимаешь? Да нет, то еще далеко. О, ну вот. Пока дети не слышат, покажу им, как мы в детстве кушали, когда на Дунай ходили. Фольгу взял, картошку. Такое, чисто именно по-домашнему, а? Только Дуная не хватает. Может, выкопать себе О, Катенька, давай там в конце огорода что-нибудь покопаем. Ты будешь копать, я буду рассказывать, как должно это выглядеть. Хорошо, Сереж, как скажешь. Камыш я позвоню, нам передадут, рассаду. Ага, У карася, нас там допустим, его да? пруд-пруди. Да, карася заведем. Дай лучше детям эту фольгу и картошку пусть сидят, заворачивают. Не, давай сам. Пусть читают, ты что? Где ты видела такую библиотеку, Марат? Марат, когда приедет, он здесь тоже читать будет. А у него там сегодня свадьба. Ава, Нагила, Хава, Нагила, Хава, Поздравь Нагила. молодоженов, ты танцор. А я таки знаю, что жених нас смотрит. Виталик, ты таки красавец. В полном смысле этого слова. Такую мадам себе оторвал. Ты что, ребята? О, На шпагат она хорошо садится. серьезно? А ты что, А не я видел? этого не знал. А ты что Я там? просто думал, красивое, милое дитя. Помимо того красивого. Еще и на шпагат? Ага. Братик, я где-то в глубине души немножечко там тебе как-нибудь это Завидуешь? сочувствую. А что ж не делать на шпагате? Смотри. Короче, будьте нам здоровенькие, живите богато, чтобы у вас было много детей, чуть-чуть больше, чем у меня. Хотя меня уже попробуй догони. Ага. И все будет шикардос, правильно? Как там в Израиле говорят? Адвейзме схим? Хим. Схим. Может и не в тему, но таки пригодится. Ага. Это до 120 совместной жизни, а дальше там уже можно и для внуков вожить. Все. Горько, ёшкин ты кот. Ах, Сонька, Сонечка, стели свои перины, облей духами пышную кровать. Ведь нынче у Виталика и какой-то там красавицы сегодня прямо свадьба, и вся Одесса и должна про это знать. Парира, тач, парирум, ярум. Одесса, мама и все евреи поздравляют С бракосочетанием. молодоженов. Все, бросаю карасей, в ЗАГС пойду. Давай-ка, а Кто ну там? сходи-ка ты, Сережка. Уважаемый Виталик, готовы ли вы? Эх ты, готовы, сейчас будем жарить. Что там, Катюня, картина маслом? Надпись «Одесский липован», дым, 2 мангала. Да то такое. Да. А я тебе говорил, что у нас самые лучшие в мире подписчики? Я и так знаю. Да. Да. Так, Рувимчик и все эти люди тому... Как дальше слово это? Куда я знаю, что ты хочешь сказать? Подтверждение. Я думал, ты грамотная, елки-палки. Так я грамотная, просто... За помолчать. Ты как закрутишь свои мысли там в голове, то... Поди отгадай. Это как вот так вот боженька посылает? Мам, дай то, что ты хотела мне дать, то, что ты мне дала. А что я тебе дала? Лаваш. А вот там иди бери. Ульяночка, солнышко, будь как дома, елки-палки. Это тебе не по балкону стесняться, здесь можно бегать не хочу. Иди прямо вон там, где мойка стоит, Ульян. Это у нас случился кто нам? Паша Ваня, да, сантехники подсказали. Говорит, ребята, есть такой электрик, обалдейте, качество, цена, вот просто то, что доктор прописал. И как это, дает нам контакт Рувима. Приезжает электрик, молоденький, серьезный парень, У него 2 детей, между прочим. смотрит на меня. Да слава тебе Богу, елки-палки, еще 2 как минимум в этом году. Смотрит на меня, а я говорит, вас здесь бачил, короче, понимаешь, короче, человек на нас подписанный. И вот так вот боженька свел. Ты что, ну я сейчас зайду покажу, что они там делают. Так что кому надо, я от всей души поделюсь контактами. И Рувимчика оставлю, там, и еще раз там Славика, паркетчика. Вот я здесь с вами поспорю, что реставрировать паркет по цене нового. Не, новый-то денег стоит. И, А реставрировать можно с люди любовью. тоже подсказали правильно, что не бывает 7 вот этих подрозетников, придется нам разъединять их. Ребята, спасибо. Я еще раз говорю, что у нас самая замечательная, уважаемая аудитория. Умные, грамотные люди. Именно самое А главное, что внимательные еще... какие? А внимательные какие? Ну и как это? Имеющие хорошее настроение. Для нас это самое главное. А когда у тебя хорошее настроение? Как это? И работа хорошая будет. И муж пить перестанет. И в семье счастье зацветет. Эх ты, карасики, ёшкин ты кот, вот это прелесть.
Хочу боженьке отдельно сказать спасибо. Единственное видео, которое залетело из наших 800, сколько там уже их там, этих 850, к 900 приближаемся видосам. Одно видео, а мне больше не надо для счастья. Видео с карасем улетело на 4 или на сколько там миллионов, на 5. Просто, я еще раз говорю, спасибо огромное от души. Такое людям рассказал. Меня теперь люди в Одессе... ой, смотри, карась пошел. Так, ладно, в Одессе, во всем мире, елки-палки, узнали, как карася можно правильно и вкусно кушать. Ребята, те, кто не видел, хотя я думаю, что уже все видели. Вот так вот. Просто вот такую книжечку для чтения делаешь, все, никакие кости никогда тебе не будут помехой. Карась станет твоей самой любимой, замечательной, удивительной и недорогой рыбой. Хотя, мне кажется, Катюша, спасибо нам. Карась уже не так дешев, да? Да. На карась теперь хороший спрос. И он немножко таки стоит денег. Ну а что, а я таки рад, а что? А то недооценивали вечно, да? 100%, да. Лежит себе на прилавке, кувыркается красавец, никому не нужный. Карась. Таки рыба. Таки рыба. Слушай, а там где-то тоже ремонт делают, ты слышишь? У нас молчат, а там жужжат. Это эстафета, есть такое слово. Ага. Передай другому? Да. Ну пошли, что ли, паркет смотреть. Катюня? Ага. Да иди куда хочешь, моя родная, у меня все, тут важные дела. У меня твой паркет в Одессе держит, елки-палки. Ну, дорежешь и пойдем. Ладно? Ладно. Ах ты мой тефаль, тефлон. Красота. Не, ну надо же, как тебе Игорек угадал с размерами, а? Шикардос. Даже немножечко вот так вот, чтобы ей кислороду дать. О! Шики-блеск. Эй! Катюня? Что? Да ничего, что ты там делаешь? Ничего, жду тебя. Ты что, прямо сзади? Какая разница? Ну, стань спереди, чтобы я понимал, о чем ты думаешь хотя бы. Не имеет значения вообще-то. А, все равно всякую фигню думаешь? Понятно. Спасибо. А я хотел тебе самого лучшего карася пожарить. Таки рувимчику пожарю. Вот так вот, по чуть-чуть. Потом разотру. Сладкий карась с солью, ребята, это контраст номер один. Вот боженька придумал. И соль, и карась. Смотри, какой окряный. А? Один. Ты шо? Да какой один? Там Все? почти все. Понятно. Ай-яй-яй. Все, файно, солить я уже говорил и еще раз не поленюсь. Прямо перед жаркой. Эх. Так, где мой водопровод? Это мне не очень нравится, что ты в мои цветы свои руки рыбные моешь. Это удобрение. Да не знаю я, это, как на мой взгляд. Ну, посошки вырастут, узнаешь. Слушай, обзавелся ты тут всякими Тазиками? мисочками, да. Уляна горячо. Катюня, А. ну таки уже пора. Я уже решил, что этот тазик будет только для рыбы. А. Так, перчик. Пиши, рыба, мясо. Я что, совсем уже... Как это, с памятью, когда у людей плохо, как они называются? Плохо помнящий. Я в туалет хочу. А что, у нас есть туалет? Да. Еще не развалили, не разобрали? Ну иди своди ребенка. Я сама буду. Так, показываю один раз. Вот столько, видишь? Примерно. На одну? Картошку? Да. За угол вот так вот берешь, Так ты им нарежь их. тянешь, то сами разберутся. Берешь картошечку и вот так вот начинаешь ее потихонечку заворачивать. Смотри, завернул вот так вот, на бочок сюда завернул, как шаурму, точно. Все. И вот делайте вам по-братски, стой. Смотри, тебе. Вот, все, по-братски. Готовую картошку сюда складываете. Уляночка, на. А ну, показывай. С краюшку одну. Заворачивай ручками вот так вот. Завернула разочек. Теперь ушки в бок. Завернула. Крути. И все, сомни ее так вот, чтобы получилось как картошка, только из фольги. Крепко, Уляночка, Крепко. Все, и будем запекать картошку. Это самая вкусная картошка. Забудьте, что такое картошка фри, Макдональдс и все такое. Все, молодец.
Ты тоже хочешь. Больше, 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 больше. Вот так вот. Давай, рви с краешку здесь. О, молодец, Елисей, тебе. Крутите, а я пошел карася жарить. Все? Молодцы. Давай, уголочек надорви, молодец. Не торопитесь. Катя. Миланька, а тебе что дать? Ничего скажи. Картошку тоже? А ты уже готовый покушаешь. Красавица. Елисейка, неси картошечку сюда. О, у меня уже и здесь Со стороны готово. крана, Елисей. Со стороны крана несите. Я пойду в баню. В баню? Иди ты в баню. Жди, сейчас, подожди. Тихо, 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 тихо. Дети, вы пока там в бане, я уже вашу картошку кидаю в мангал. Давайте. А после бани будем вам делать приятного аппетита. Так, это сюда. Ох ты, караси. Зачетные. Сейчас удивим ребят вкуснятиной. Валетиком вот так вот. А! Так, Елисейка, вот так вот в фольге запекается картошечка. Да, фольга не дает шкурке обгореть, и эффект печеный остается по вкусовым характеристикам номер один в мире до сих пор, понял? Его еще древние индейцы придумали, еще картошки не было, и фольги, понял? А что ты понял? Еще и индейцев даже не было. А рецепт этот папа уже знал. И ты запомни, будешь своим детям также говорить, моим внукам. Самое главное сказать «да». Да? Ну так и для этого детство и существует, да? Да. Да. Ты прям как Чонгачгук. Да я хочу курочку приготовить. Детям. Что? Скажи мне, вы будете курицу? А ты будешь как Марат, как это называется? Паргит? Да. Не, ну не совсем. Я им сейчас сделаю такие маленькие, тоненькие на решеточке, вот, чтобы... Без Да чтоб маринада, без покушали. ничего, да? Ну как, немножечко промариную. Масло есть, у меня специя есть с Израиля. А если с Израиля, то по-любому, значит, для курочки. Наверное. Ай, Марата нет, сейчас бы почитал. Марат, Джан, что здесь написано? Специя для липована из Израиля. О, точно. Видишь, И если даже- посмотреться, что в этих овощах, ну по-любому то курочка, правильно? Ну, конечно, Всё, да. значит, Именно для так и курочки. есть. Значит, для курочки. Что? Позитивное мышление, оно такое, знаешь. Да? Что придумал, то и маешь. А? Так и живем. Так, для курочки, значит для курочки. Чуть-чуть маслечка. Солька. Ну и специя. Ты шо? Я думаю, что она так пахнет, а она закрытая. Катюня? Не, ну штырит прямо вот вы молодцы в Израиле там Главное, все. не забудь, что ты для детей готовишь, Сереж. А что, лизнуть? Ну нет, ну чтоб не острый. Слушай, да я тебе хочу сказать одно, что вот смотри. На вид добрый, симпатичный, Лысый лысоватый мужчина, да. Плохого не посоветую. Ой, чуть не упала. Молочага. Все, сбалансированный вкус. Ай, получится вкуснее, чем паргит даже. Может, еще и вкуснее, чем карась? Нет, вот ты что. Вкуснее, чем карась. Я когда в Одессу приехал, я один, походу, это знал. Катя, ты уже или гэпнись, или уже успокойся. Что ты пляшешь тут как это? Делаешь людям... Тебя забыла спросить, что мне сделать, понимаешь? Ты тут не Я-то уже разошелся. привык, что ты, Мой что свои ты копыта молочага. давай. Копыток.
Копыта. Копыта у моей девочки, елки-палки. Ага. Хорошо, хоть не рога, Сереженька. Спасибо тебе. Да не за что. Что я хотел сказать? Уже ты ладно уже ничего не надо Не важно, ты меня уже... Картошку пойди переверни. Все, рано еще. А, ты шо, море. Ай, сочный и мощный. И бесподобно вкусный. Слушай, Шо? ничего, сколько ты жаришь этих карасей, все никак вот я не могу поверить, то, что вот столько нужно этого масла, ты понимаешь? Катюня. Да я знаю, что рыба больше, чем нужно, не возьмет. Да. Она сейчас его запечатает, а внутри останется мясо, и будет вкусно. Но, Слышишь, тебе уже можно прямо преподавать. да, Сережа, да. Есть где-то этот... Ну, откроем потом Липованскую школу. как это? Когда ты будешь старый такой. Куда приходит Дряхлый. аудитория? Есть. Садятся караси Любы, выходит В карасевед. твоем случае на стадионе соберешь аудиторию, встанешь вот так вот со сковородочкой. Будешь делать, а я На берегу рассказываю. морском нашел я денежку и положил в карман, как талисман. Я буду петь перед своими выступлениями. У моря синего я встретил девушку, а эта девушка ушла в туман, как яхта белая под легким парусом. Была стремительно и хороша. Я мальчишечка с одесским паспортом, и за душою нету ни гроша. Удивил. В голове моей теперь живет мечта. Ведь я давным-давно тебя люблю. Катюня, вы там пока сыр терли, уже вторая партия. Ой. А? Можно уже ребят звать кушать? Да я вообще хотел зайти людей познакомить с этими карасями, говорит, память отшибла. А долго еще? Тут? Да. Ну, минут 7. На этой стороне или на другой? Нет, сейчас 2 минутки на этой стороне, переворачиваю 5 минут. Эта же сторона пока та сторона пока жарится, и это уже подготавливается. Потом ты здесь только корочку дал, и все, и до свидания. Ну так Главное, чтобы масло не варилось. Что? ты переверни быстренько, пойдем ребятам там скажем, что раз-раз пошлите кушать. А? Давай ты, хозяйка. Так и сделаем. Ёшкин кот, я ж забыл лопатки мои привычные. Мне ж приходила мадам подписчица, подарила, посмотри, что, специально говорит, липованчик для карася. Эй, и что? Я думаю, тебе сейчас не с руки будет. Ну такой, вторую руку некуда девать. Может, без экспериментов обойдемся? Я потом потренируюсь обязательно. И обязательно научусь той хваталкой пользоваться. Готово? Слышь, Америка плачет, Израиль в шоке, потому что у них нет карася. Мама, классно. Мама, ты слышишь, что поют? Да, Уляночка, это у тебя очень красиво получается. Это не я пою. Это не ты? А кто? Твой ротик? Наушники? Я просто подпеваю. Волшебные. Понятно. Что, еще один рувим? Сейчас люди скажут, липованчик. Так ты хоть не забудь рувима показать. Эй, что, у меня готово уже? Неужели? Давай вот разнос берем и идем туда прямо с карасями. Да не, лучше пусть люди сделают, как это, Себе выходной. обеденную паузу. Живые, что Ты слышишь, как пищат? Да. Под этот звук перфоратора. Скушай меня, скушай, Рувим. Ща устроим. Так, что курочка доходит, картошечка вот-вот. Идем, позовем ребят, заодно и познакомим. Миланька, ты с нами? Папина красотка. У тебя что, штаны слезли? Не знаю, как его зовут. А? Не знаю. Нет, тоже не знаю.
И папа не знает. Катюня, где-то один носок делся. Ничего страшного, потом найдем. Пошли без носка. Бегом, 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 солнышко. Наверх. Да. Здрасте, Бог помощь. Слышь, а когда у вас там рекламная пауза, обеденный перерыв? Если вы не знаете, я знаю. Короче, что там, 2-3 минуты, и вы хотите, будем карася пробовать. Ой, они то темные. Ребята, если что там видно, не видно, вот рувим телефон я оставлю, электрик number one. А это Ваня, сантехник number one. Ты что? Как это? У нас не видос, а... Как это? Не-не-не, телефонная книга, правильно? Хороших, добрых людей. Там, кстати, Шо? писали, что как-то все не очень хорошо было. А теперь видишь, как хорошо. Что значит нехорошо? Ну, сказали, неправильно было. А потому что не сразу рувим случился. А вот теперь хорошо. А что вы нам хотите, стенку продырявить насквозь? Обалдеть, Катюня, это что там, отопление Уже будет? продырявили. Ёшкин кот. Сергей, вы слышали, почему нельзя? Слышь, вот это, а что, у тебя усы снимаются? Я думал, только этот умор... Почему нельзя на привозе с женой любовью? Знаю, да. Вот советчиков много очень. Было. А теперь мы же тупо молча жарим и не советуем никому. Мы только рекомендуем. А это что за глазок у нас? Глазок? А, это уличный фонарь. А надо было тебе задать вопрос, Сережка. Ответил бы ты мне или нет? Шо, Вань? Да тебе Марат завидует, елки-палки. Ты шо? Эх ты, чубрина, обалдеть. А мне пойдет такой подфурик? По-любому. А ну, Хочешь? прикинь. Чуба давай. У вас чуб отклеился. Ты немножко похож, даже не знаю, боюсь произнести это слово. Ванечка, я не знаю, где ты это взял, но пахнет конем именно, ярко выражено. Это конопля. А, вот так вот? Это стебли. А, я понял, драп коноплевый, короче. Чешут, оно расчешет. Ты шо, ничего себе, я думал, что ее только в медицине используют, а Я оказывается когда еще... первый раз услышал, мне показалось тоже, что это конский хвост. Да, именно, так еще и пахнет как. Это ассоциации. Слышишь, а что у нас уже готово все? Ну почти. Как ты хотела, люстру вешай только. Ну, до люстры еще. Не, ну тут потому что целая куча шлангов и вот этих вот шестов. Наверное, чемпионат мира по прыжкам в высоту. Ладно, пошли красиво еще посмотрим. Идем. Не, это не мое, это ваше. Здравствуйте еще раз. Опять Бог в помощь. Елисейка, а тебе разрешили сюда будем заходить? Разрешили? Да. Можно, да? Да тут инструмент, Катюня. Ты что, высокоточный? Это уже 45 градусов, да, режет? плинтуса. Ну да, 45 и все остальные градусы. О, смотри, какие там красивые подоконнички Туда у нас. идите, посмотрите. Тут Славик, это очень мне нравится. полуфабрикат. Это мне нравится. Какие подоконнички? Ну вот, ты видишь подоконнички? А, Под батарейнички. под батарейнички. Я смотрю, на подоконники не могу понять. Это под батарейнички, а это под плинтусики. Ну да, она Короче, чуть шикардос. поднимется и... Понятно, как это будет? будет. О, Обалдеть. Ну потому что если без него, смотри, без него получится, ну как? Да, как? ну да. Это пылесборник там. Ни туда, ни сюда. Так все будет ровненько, красиво, влажной тряпочкой. а? Славик как придумал. Понятно? А потому что я говорю, что инструмент высокоточный. Идем в ту комнату, где я ламинат снимал. Ёшкин ты кот. Не, ну можно зайти туда, где я уже бахнул плинтус. А ну, Ульяночка, а сюда тоже можно заходить пока босиком? Ты смотри, уже плинтус. Катенька, он уже блестит. Там под батарейничек. Стой, пока не балуйся. И уже под батарейничек готов. И все. Это наш плинтус? Тот, который мы не купили. Слушай, а какой он гладенький уже стал. Как там Путин Ребята. тебе написал? Как кто ты там простукивал? Уходи цвет. Как, кто там в Битлзе? Стукачи. Не. Ой, вылетело из головы, слушай, не могу вспомнить. Не, ну есть там, ну непонятный там стук, то ли здесь стяжка какая-то. Один Ульяна, песок. стой! Горбатенькая, да, вот такая? Или она просто там один песок, непонятно. Слушай, так уже не хрустит, не скрипит, ничего. Если Ёлки еще ты вот здесь вот этот еще как закачивал. Ага. Такое. Пошла стучать. Порядок. А где у нас там звезды Давида, ты говоришь? Там. Нет, не тут.
А вот тут. Вот они. А, все, теперь понял. Марат, это гостевая для тебя будет. И для друзей с Израиля, правильно? Славик, предлагаю сделать минутный перекур, у меня уже караси готовы. Идем. Это он говорил, что еврейский этот... Да, типа звезда Давида. Это звезда Давида. Ага. Надо фрак одеть. Фрак? Не обязательно. Просто руки сполоснуть. Можно даже плинтус с собой не брать. А, я тут подготовился, елки-ты-палки. Такое событие. Так. Исейка, будешь Катюня, карася? а ну-ка подрахуй, сколько нас. Ну, ребятам точно хватает. И тебе. Раз, два, три, пять, шесть, семь. восемь. Сколько? 9. А, ты прямо так именно по-богатому? На, подержи. Завтра отдашь. Не, я завтра не буду. Тогда держи, сегодня отдашь. Сейчас дай папа сделает красиво. 2 секундочки. Эх ты, топорик. Чего не хватает карасю? Правильно, кусочка помидоры и лавашика. А лавашек будет сулугуни. Не, иди Не, принеси это мы лавашек лепешки сулугу там. не пожарим чуть позже. Давай мы сейчас, чтобы дядя сильно не отвлекать, сделаем красиво. Лисешка, иди принеси там лепешку из беседки. Вот там же миску и оставь. Договорились? Все. Эх ты, Налетай. Налетай подешевле. держи твой. Ребята, идите сюда, Рувим, идите, не стесняйтесь. Ваня. Не маленький. Так это маленький. Конечно же. Эх ты. Так. На, лучший электрик города Одессы. Держи. Только не бьется, я проверял. Ванечка, тебе. Спасибо. Шо, вот этот вот красивый тебе. Приятного аппетита, прыгайте прямо за стол, так что Подожди, сейчас... а теперь мастер-класс, с чего начинать, Сережка? А, да я думаю, что все умеют кушать карася. Или вам показать? Покажи, я ролик твой не смотрел. Смотри. Берешь вот так вот, гребешок вот этот вот. А, это вкусно. Он вкусный, объедаешь. Потом пальцами зажимаешь, достаешь ему вот эти вот острые кости. Можно плоскогубцами. Не, да руками, хотя у меня руки. Задером. Переворачиваешь его, достаешь еще один, вот такой вот острый. Все, а дальше липованский сникерс готов. Так что приятного аппетита. А всем уже без разницы. Папа сейчас угостит рыбой. М. Ребята, Да, ваше здоровье. супер. Оператор? Ты что, я еле ребят отогнал, елки-палки. А маме? А ты что, отгонял? Да я шучу, не, поели с удовольствием, побежали дальше работать, дай бог здоровья вам огромное. Как я и говорил ребятам, крепкого здоровья, спасибо огромное, что вот такие люди находятся. Я не знаю, в этом сумасшедшем беспорядке таки помогают нам добиться шедевра. Правильно, Катюня? Дай бог. Ребят покормили, можно и детей покормить. Что я хотел сказать? Ой, Катенька, как он пахнет. Просто... Можно уже взять? Там уже и взять, и детей покормить, что угодно Идите, можно. идите, берите Картошка какая получилась. Сегодня все бесподобно вкусно. Татьяна Михайловна, и вам тоже осталось. Не обещаю за картошку. Это мамина любимая, между прочим. Да ты что, ну тогда я всю резать не буду, то точно 3 маме. И курочки кусочек, она такая сладкая. Единственное, что надо сделать, аккуратненько, чуть-чуть, немножечко посолить. Может быть, если чего-то и не хватает, так это огурчика. Хотя, что тут может не хватать, а? В этой красоте. Елисейка, иди угощайся, бери, пробуй, сынок, что? Огурец? Подожди, а картошку печеную, которую мы готовили, а ну отведай, скажи, вкусно или не вкусно? Пробую. Да ты хоть разжуй. Сразу говоришь, очень вкусно. Ну, разжуй, может, не вкусно. Вкусно. Держи. Тебе не вкусно? А ну, попробуй картошку. Не, я пробовала. Она горячая. Она не горячая, иди сюда, она уже не горячая. Я уже специально для тебя сделал, попробуй. Пеппи длинный чулок. Лохматенькая, вкусно? Вкусно. Вкусно? Слава богу, дай 5. Короче, друзьяки, от всей души, с хорошим настроением для вас сегодня таки приятно радовал и удивлял людей, которые приятно радуют и удивляют меня. Эх ты. Таки все. Такие одесский липован. Ты идешь к нам? Я знаю, чего не хватает. На, детского кетчупа. Это не реклама, это просто детский кетчуп. Повернись к людям. Короче, друзья, от всей души, с хорошим настроением для вас сегодня спала в стороне Милане.
Ну и готовила семья Липован, правильно? Всем пока-пока. Чао. Татьяна Михайловна, мы едем к вам. Ёшкин ты кот. Ха-ха-ха. Ты шо, карась с картошечкой. Это же лучшая еда, что может быть. Все, друзьяки, можете нападать, налетать, кушать, а я иду есть мороженое. Да я шучу, там хватит на всех. Давай, понеслась. Оператор, ты сделай красиво уже, угомонись, иди покушай. И про меня На. не забыли. Качанчик для тебя есть, ты. Лошадка, ты наша любимая. Ох ты шо. Вот так вот, да. Спасибо. Эй, неугомонная, выключай. Давай, ребята. Всем пока-пока. Чао. Да, а у нас стройка продолжается. Так что будем показывать все эти прелести, там делиться с хорошими людьми, только с хорошими. Ну и все. Еще раз, от всей души, с хорошим настроением для вас сегодня. Заезжал на стройку и не хотелось уезжать. Вот это ты дала, так дала. Нет, ты первая Может, еще пробуй. 4 раза А детский Липован. попрощаемся? Всем пока-пока. Чао.